Любителям временных приколов привет, а остальным лайк, подписка, анекдот, извините, спойлеры, дыры, рояли, аккордеоны. Поехали! Конечно, извините, но спойлеры вначале я сразу скипну. А то если буду объяснять, то зачем тогда сюжет? Простите. В общем, ГГ звать Юкитеру Амана. Чел тупо интроверт, записывает каждый свой шаг в телефон, сидит под одеялом, общается с вымышленным другом. Короче говоря, тупо шиз. Но если серьезно, дружок Деус на самом деле бог времени и пространства. Ну и Муру-Муру так, чисто помощница. Короче, таймскип после сна. По новостям говорят что-то про нового маньяка, в телефоне ГГ внезапно уже записано все, что произойдет, причем с точностью до минут. Что там говорить, в телефоне записано будущее. Мобила неразрывно связана с владельцем, потеря равно откисание. Зато можно обходить хулиганов и списывать ответы. Правда, есть один побочный эффект. Гоняющая за горемычным Юна Гасай. Если вы еще не поняли, не вспомнили или не знали, у нее дневник, предсказывающий будущее возлюбленного, то есть Юки. А вместе с тем чудные телефоны есть еще у десятки человек, в том числе злого злодея, желающего поделить героев на 0. Вы представляете, на бесконечность поделили самого маньяка, тупо пробив дротиком звонилку. Значит, очередное собрание всех участников королевской битвы. Душную повторную телегу я, конечно, скипну. Главное, победитель станет преемником Деуса. К несчастью, все уже наточили зуб именно на ГГ, который первый в списке любимчиков божества, потому что вон как ловко сорудовал дротиком. Обидно. Из важного. Почившим третьим владельцем дневника оказался классрук ребят. А значит, самое время поговорить по душам с шизичкой Минена Урю. Че, ребята, шизику выучили? Значит, нужен чих-пых, защита от Юна и живительный поцелуй. Жаль, уйти под шумок не выйдет. Будущее меняется каждую секунду, потому что Урю устраивает тотальную атаку на школу. Благо у Юна записки о жизни самого Горемычного, а у Юки записки об окружающей среде. Короче, команда из ребят выйдет отличная. Между тем, полиция отзывает снайпера, потому что у вояки тоже модный телефон, который даже знает, что если сердце шизички остановится, все взлетит на воздух. Из грустного. Одноклассники схватили Горемычных, потому что узнали, что Минена нужны только они, а остальным она вреда не причинит. Короче, сопли, слезы, слюни, самокопание Юна, потому что ГГшка обманула своего ненаглядного, сказав, что шкилы на их стороне, а они, ну, вы понимаете. И тут, представляете, в игру входит Курусу Кейга, который даже готов и хочет защитить первого владельца дневника. Ладно. В итоге внезапно мотоцикл спас Урю, жаль, глаз пришлось оставить на сдачу. Обидно. Тем временем отдых в парке развлечений, флешбэк беглянки и беседа с Кейга, который еще раз все объяснит, пояснит, чтобы я пропустил и скипнул. Главное, ребята пошли не тупо прыгать на аттракционах, а вообще-то будут ловить Минена на живца. Ладно, вру. Урю все пытается сбежать, так что ей не до того. Значит, герои смогут мило побеседовать о прошлом, будущем, истории годичной давности, желании посмотреть на звезды и прочих непристойностях, которые натурально, благополучно, понимаете ли, да. Дальше по плану в гости к Юна сходить и про скелеты в шкафу умолчать, что до Урю ее похитил натуральный головастый шиз, владелец 12-го дневника и просто хороший парень. Сбежать, правда, уже никак. Вместо телефона деревяшка, вместо глаза стекляшка, вместо родителей тотальная гнилая комната, крики, сопли, вопли и, наконец, изменившееся будущее. Утро, что вы думали, начинается со звонка полиции. Пора ехать в какую-то осуждаемую мной секту, где предположительно держит Минена, где даже есть обладательница 6-го дневника, Цубаки Касугана, у которой еще один стандартный дневник, тупо предсказывающий будущее. К счастью, ничего злокачественного в планах дамы и близко нет. Просто в манускриптах пишут, что сегодня состоится скисание, а Юки, понимаете, уже дважды избегал беды. Значит, и третий раз, понимаете, того. Впрочем, беседы беседами, а пожар по расписанию. Жаль, горемычный возлюбленный после вчерашнего не верит и вообще собирается спасти Цубаки. 9-я, между тем, продолжает отвисать в темнице, слушавший за теории слепого Юмоцу, уверяющего, что он все слышит, все знает и всех переиграет. Ну кому какое дело? Правильно, никому никакого дела, потому что снаружи Юна уже режет всех и вся и даже спасет любимого, если он сделает верный выбор. Что до флешбэка Цубаки, так я его благополучно скипну, потому что бедолага все равно скиснет, но пока все живы, нужно бежать к главным воротам. Минене, конечно, тоже нужно бежать, Шиз ее даже отпускает, потому что его диктофон что-то там да. Жаль, Урю буквально сразу поймал Курусу. Не жаль, шизов уже 5 всех цветов, голосов, а в одном даже заложена взрывчатка, чтобы расправиться с сектанткой. Благо Юна камушек бросила, слухового обнаружила, а горло облегчила и даже руку гнилой Цубаки укоротила. Не благо, хоть Юки избежал, а Юна таки словили. И слез и сопли Горемычный понял, что Горемычного любит и вообще защищает, а что было вчера, то было вчера. Поэтому пора спасать даму, отвлекать внимание сектантов, кидать дротик и все, получается, поздравляем. Что до сбежавшей беглянки, полицейский ее отпустил чисто в обмен на почтовый ящик. Ну, в смысле, электроны, а не сам ящик, ну, поняли? Ладно, простите. Тем временем Горемычному приехала мать, а дома уже, представляете, Юна все. Полы помыла, еду сготовила, настоящая хозяюшка. В общем, после тотального кринжа у дверей все-таки познакомились, покушали, поели, даже будущих внуков обсудили. Что до сбежавшей беглянки, новый модный класс получила, на осиротевшего после сектантского инцидента подозрительного парня посмотрела, и, ну, представляете, его родители знала мать Юки. И женщине даже поручено присмотреть за бедолагой, но это завтра, а пока спокойной ночи. А перед сном давайте вот расскажу анекдот. Однажды некий Геродот решил узнать у Пифагора, как побороть бессонницу.
бессонницу. Ну, математик недолго думал. Есть у меня, говорит, один метод. Когда уснуть захочешь, начинай считать пролетающих птиц и их крылья по отдельности. Геродот посмотрел внимательно на собеседника и отвечает: а почему мне в голове два одинаковых числа? Но Пифагор опять недолго думал, и как возьмет, да как ударит историка камнем по голове, и говорит: спасибо скажешь, как проснешься. Проснулись, улыбнулись, ребенка встретили, он же по совместительству владелец 5-го дневника. Кстати, собирается отомстить Юна за откисших родителей. Что до дневника, так это альбом с рисунками. Информация о будущих событиях, так, чисто в общих чертах. Значит, на мстю всего пара попыток. Откуда у ребенка смертельный яд, не знаю. Гасай, благо, заметила, что томаты стали весить на 0 грамм меньше, а потом, представляете, Амана додумался обвалить электричество, а потом, представляете, Урю получила смс о происходящем и стоило буквально на секунду отвлечься, как в доме начались тотальные бега. От таких даже мать Юки ушиблась. А потом и того хуже, ребенку доставили посылку, в которой внезапно был ядовитый газ. Короче говоря, кринж полный. Зачем я вообще это пересказываю, не знаю. Зачем вы это вообще слушаете, тем более не знаю. Мои вам соболезнования. По сюжету, между тем, прятки. На кону антидот. Жаль, на лестнице вода, электричество, вот это все. Ладно, вру. Юки тупо передал остатки воздуха своей ненаглядной. Обидно, досадно, обидно. Зато Минена пришла, ампулу вколола, наставление по части опасности Юна оформила. Юки, конечно, ничего не услышал, оно и ясно. Отключка. Тем временем еще одно собрание. Игроков осталось 8. Один так вообще хочет передать свой дневник другому человеку. Ладно. Из важного. Новая школа, старые лица, и представляете, байки о каких-то жертвах где-то в парках. Значит, нужно сходить на место преступления, там до сих пор даже следы остались. Ой, ладно, все это не важно. Ведь у ГГ появились друзья. Жаль, одну уже успели поделить пополам. Снова обидно, еще раз досадно, но, конечно, ладно. Куда важнее, что из ниоткуда появился Каору, представляете? Из грустного. Ребят зажали в угол, собаки хотят кушать. Но вы знаете, опять вру. Дневник Юки пусть и помог додюжить компашки до вечера, но, понимаете, среди всех был предатель. Точнее, предательница. Даже две. Одна, нисколько не пострадавшая, а даже живая в добром здравии Хина. Дочка кинолога и преемница дневника. Горемычные ее, правда, не интересуют. Куда более увлекательная задача узнать, кто такой этот ваш Каору и что у него за шпаргалка. Душной пояснительной телеги не будет, не благодарите. Лучше ближе к делу. Раз Шиза загнали в угол, предложение следующее. Сыграть в монетку. Кто победит, того и оба дневника. И ну вы представляете, Каору в тестовом броске выиграл. И даже не в тестовом, да. Короче говоря, модный, мощный дневник, что там говорить. Простите, конечно, снова вру. Юна даже поняла, что никакой Шиз не владелец, а вообще в телефоне у него пусто. Галей, кстати, тоже. Потому что нужно еще раз сыграть. Ставки повышаются. И ну вообще, представляете, предсказание из дневника Юки не сработало, а все потому, что Каору предугадал будущее. Дал Горемычному в будущем ложную информацию, и поэтому все сработало в прошлом, значит, 1000 интеллекта. Короче говоря, почему это рояль, дыра и бубрик без теста, пишите в комментарии. В конце концов, бедолагу проткнули, Хина обиделась, и собаки теперь бегут, догоняют Горемычных. А Юки, представляете, решил проявить героизм и всех спасти, всем помочь, одним словом, скип. Главное, Амана смело заявил, что любит Гасая, а вообще негоже девушке наставляет нож на друзей своего мужа. Что до собачьего собачника, его уже ликвидировал Курусу, потому что дочка, понимаете, никогда владельцем и не была. Ведь Деус передавать права на телефон не позволил. Помянем. Из важного. Юна копает яму. Зачем? Она уже сама не помнит. Ладно. Из еще более важного. Урю работает над какой-то важной работой от полицейского. Ловит флешбеки и даже попадает прямо в руки Масуми, который помощник Курусу. Короче говоря, еще раз кринж, но наручники снимать уже никак нельзя. Но чтобы переодеться, так и быть, можно. Одним словом, скип. А все потому, что это филлер. Юки, между тем, пригласил Юна на фестиваль для молодоженов. Ладно, конечно, да, вру. Горемычный вообще-то ждал Каора, он, представляете, все подстроил, чтобы состоялась модная фотосессия. Кстати, это тоже был филлер, пусть и сюжетно важный. Если по делу. Каору вообще-то неспроста спроводил героев куда подальше, он же, понимаете ли, детектив. Вот и решил разведать обстановку дома у Гасай, где, вы знаете, скелеты, гнили и прочие мерзости. Да ладно, ничего вы не знаете. За дверью яма, происхождение которой Юна не помнит, не знает, вообще Юки к ней впервые зашел в гости. Если вы не поняли, случился самообман, подмена воспоминаний и предательство от, казалось бы, союзника. Полицейский-то все, натравилось отдел на бедолах, построив обстоятельства так, будто они расправились с кинологом. Короче говоря, тотальная сюжетно-рояльная дырявая резня. Курусу уже о чем-то договорился с Минена, а сам теперь допрашивает Юки. Еще и в русскую рулетку предлагает сыграть. Благо Юна вовремя успела любимого от последних пули спасти. А самих Горемычных, представляете, спас Масуми. Или Масуми. Я не помню уже. Жаль, Амана за предупредительные выстрелы не выкупает, и все. Герои теперь преступники, можно объявить всеобщую военную мобилизацию и даже прыжок веры совершить. Ребятки теперь беглые преступники. Отвратительно, осуждаемо, кринж. Как работает местная полиция, не знаю, ведь Шизан как-то удалось проследить за женой следователя, где, представляете, героев ждала Урю. Но она, понимаете, представляете, на стороне парочки, ну и Курусу она не продает, и ну, не. Короче говоря, у полицейского есть прикованный койкий сын, которого отец планирует спасти, став богом, но это все не обязательно. А соглашение с беглянкой было чисто подстраховкой, чтобы в случае, если кринжовник проиграет, чаду кто-то помог. Впрочем, план Шизов трещит по швам, переговоров не будет. Военные уже готовы к штурму, а вот и сам штурм
штурм, а вот и Юки схвачен, а вот и Юна с Курусу вышли раз на раз. Когда дети научились стрелять, не знаю. Граната, жаль, оказалась световой. Все выжили, а что до взрыва, так то подстроила Урю. А у ребят очередной раз на раз. Кринж, слезы, слюни, сопли, кринж, крики, сопли. Вы представляете? Контрольный выстрел. Правда, преступник теперь Курусу от службы дел его отстранили, а все потому, что Минена заключила сделку со следствием, предоставив запись гнилого договора. Короче, все счастливы, здоровы, и даже сын не пострадал. То есть все, кроме самого бывшего полицейского. Значит, время отдыхать, а лишние сообщения от Каору можно удалять. Ладно. Тем временем, пока ребятки оформляли еще один филлер, на сей раз на горячих источниках, Юна взяла Юки в плен. Но это если что, спойлер, я еще пока не факт, что правда. Чисто математическое предложение Каору, сложившего 2 плюс 2, и сведения посмертно оставленными Курусу. В итоге ребятки даже нашли кучу ловушек, и что еще лучше, Хина вообще получила от Амана сообщение с точным местоположением. И представляете, без раздумий побежала спасать бедолагу. А это, чтобы вы думали, приманка. Потому что Юки никак не мог мимо Юна незаметно отправить смс-ку. Ну, все действия в дневнике Гасай же отображаются, помните? Короче говоря, оставшиеся спасители тоже попались на приманку и надышались газом. Из бесполезного, если вдруг вам интересно. Муру и Деус поспорили на то, кто же победит. Молодая за молодую, дед за молодого. Зачем вам это? Вот и я не знаю. Лучше лайк поставили и подписались на все, что можно. А то завтра интернет закроют, и где вы будете анекдот слушать. Если вы думали, что на том все, то вынужден вас расстроить. У Каору есть мощнейший план. Он, оказывается, был дома у Юна, яму копал и даже скелеты без черепов нашел. Правда, было их там на один больше, чем нужно. Если не если, информация окажется у полиции. Гасай, что вы думали, тупо плевать. Ладно. Зато у ноунейма дочерний дневник будущего. Что это и как, объяснять я даже знаю, но не буду. Главное, что не ноунейм сбежал по вентиляции, договорился на капитуляцию, открыл замок и даже получил стрелу в колено. И было бы того хуже, но, к сожалению, Юки чудом выбрался из оков, оформил смачную пощечину любимой и друзей благополучно спас. Одним словом, шлепа. Все, беда, досада, грустно, печально, но сюжет двигать нужно, поэтому за героями уже выдвинулись еще трое владельцев дневников. Но не оригинальных, а дочерних, прям как у ноунейма. Правда, их особенность в том, что если сломать телефон, владельцу урона не будет. Все дело в сервере, на него же уходит информация от пользователей. Чтобы жить счастливо, придется ехать в особняк Каору и там залечь на дно. Хотя, казалось бы, все и так на дне, куда уж глубже. Благо, на повестке дня очередной обед с матерью, которой даже не интересно, почему сына допрашивали, что вообще происходит. Короче говоря, образцово-показательный родитель. Ну да ладно. Зато Юна нашла ребят и даже порушила план отключить связь, которая нужна для функционирования дочерних телефонов. Ладно, все ложь. Гасай сказали, враги уже в здании, помощничков не осталось. Но и злоключители не лыком шиты. У них-то, представляете, помимо дочерних есть еще и личные дневники. Вернее, они один владелец, а дневника два. И чтобы победить, нужно одновременно сломать оба телефона. Ну типа как в клинке, ну или клинке, как не в клинке, ну поняли? Поняли, да? Ну, не знаю. У парочки еще и пожарный козырь есть, поэтому пожар, огонь, пламя, внезапно система сигнализации, вода, слезы, сопли, горемычный слабый, лох, поэтому все, финит а-ля комедия. Шизы теперь в больничке, дневников нет, но и здесь ничего, к несчастью, не заканчивается, потому что предстоит душная беседа всех со всеми по поводу дальнейших действий. Из неважного. Блудный отец вернулся проведать сына. Филлер, кринж, тотальный скип. Из важного. В приюте владелицы 8-го дневника обыск. Папаша горемычного, оказывается, работает на 11-го и пришел, чтобы сломать телефон. А что до 7-х, так у них ложная информация о тотальном готовящемся плане, появившейся в телефоне Юки. Почему это так не должно работать, я объяснять не буду, вы и сами все знаете. Кринж. Благо 7-е брали уроки шизы у настоящих профессионалов. Так что встреча на последнем этаже, поддельные телефоны, дуэли и, наконец, взрывы, бимы, бомбы, охи, вздохи, флешбеки. Правда, рассказывать о встрече влюбленной парочки с дневниками влюбленных не буду. В конце концов, что вы думали, 7-ю порезали, парашют забрал батя, самих горемычных завалило, а я вот заварил себе чай. Ставьте лайк, если тоже любите чай. Что до возлюбленных. Вместе с Кисли, что до горемычных, благополучно спаслись. Жаль, без потерь таки не обошлось. Отец Юки, представляете, порезал мать. Помянем. Там еще был флешбэк с любовным письмом, кролем и ревнивой Гасай, благо я это благополучно скипнул. Не благодарите, хотя нет, благодарите. Пишите комментарии, спасибо, пожалуйста, Эратосфен. Там, правда, была важная информация о том, как Юна поделила своих родителей, но это все какие-то аккордеоны, куда вообще смотрела опека, я не знаю. Главное, что Амана теперь в тотальной депрессии, потому что, если вы не забыли, он теперь безмамный. Что до полиции и третьего скелета, экспертизу ДНК, похоже, не придумали. Так что кто там был, неизвестно. Из важного, отец ничего плохого не делал, а вообще-то хотел просто посмотреть на звезды в последний раз днем. Что-то говорить, теперь человек сирота. И чтобы все вернуть назад, он, представляете, собирается победить. Спросите, как так? Ведь Гасай тоже придется поделить, а вот она уже к такому повороту готова. По крайней мере, сама-то говорит, верить или нет, решать сами. Между тем, простите, временем, 11-й владелец дневника, который, представьте себе, оказался мэром, вступил в игру. И сразу же с козырей. Собирается закрыть приют, где, ну, вы помните. Там еще, кстати, собрание было, на котором чуть не исключили из игры Юки и Юна. Но они явились вовремя и даже раскрыли личность 11-го. Короче
короче говоря, этот, как его, Клифф, простите, Хенгер. А из совсем абсолютно экстремально важного, горемычные заключили союз с приютом. Ладно, вру. Герои знали, что мэр приедет с глушилкой и тупо завели новоиспеченных союзников в западню, чтобы избавиться от конкурентов. Почему о том, что произойдет буквально через пару секунд, не писали в дневнике одного из детдомовских, смысл которого в копировании, и дубликат был снят с дневника Гасай, не знаю, просто смиритесь. Вот так и все. Между тем, в мясорубку попутно угодили еще куча невиновных. Но вы же знаете, это все вот на благое дело. Ну то есть да, ну понимаете, нет? Ладно. Там, пока я все вам рассказывал, уже все собрались на дороге, даже готовы поделиться важной информацией. Третий труп из ям, понимаете, принадлежит Юна Гасай. Удивлены? Да? Нет? Ладно, извините. Юки слушать ничего не стал, бла-бла-бла-бла-бла, не верит, не знает, не хочет, Юна это Юна и точка. Таймскип. Пока все горевали и готовили очередные планы, 11 уже построил новый модный сервер, к которому собирается подключить головной дневник, чтобы у всех жителей были свои, простите, извините, телефоны. Уже даже Урю не в силах ничего предотвратить, потому что мэр все знает, предвидит вообще, откуда у него какой-то такой мощный. Да. Из важного, Масуми сделал Минене предложение руки и сердца, а потом они и того лучше спаслись, сбежали. И давайте раз так, поздравим молодоженов. Желательно напоминание в комментариях, как правильно ставить ударение в этих именах. Из еще более важного, сервер начал работать, и полгорода теперь знают кто, что, куда и когда. К тому же Деуса опять и снова не здоровится. Простите, мянем. Что до бедолаг, так у них в рядах пополнение, а Урю так вообще сложила 2+2, что мэр смог предсказать все ее действия, но не знал о том, что делают люди без дневников. И представляете, поняла принцип работы 11-го телефона. Плюс получила прямое попадание от Деуса и подтверждение гипотезы в придачу. Противник может читать чужие дневники, вообще они за старом месте придумали такую чудесную игру. Так что теперь, ребятки, ну точно 1 миллиард процентов переиграют и выиграют, хотя кого я обманываю. Чудным чудом какой-то вообще неизвестно откуда взявшийся дневник рояльного секретаря законтрил ложные записи, а потом и того хуже, парочка горемычных пожаловали резать, крошить праздничные салаты. Попутно еще бедного несчастного Масуми изрешетили. И вы знаете, его реально жалко. Помянем. И вот вы могли подумать, что все, победа. Но мэр всех переиграл и заперся в хранилище, принадлежавшем родителям Юна, которая не настоящая Юна, и 11 о том, вы знаете, знает, потому щиты у него надежные. Тем временем, пока чел тихо мирно чилил, Гасай чудом нашла 8-ю. Там же встретила Каору, получила сообщение от любимого, которое на самом деле было лишь приманкой, чтобы отвлечь Урю, ну и собственно все. Минус Минене. Простите, не помянем. Она, вы представляете, выжила. Еще и планирует устроить тотальный взрыв двери хранилища. Извините, уже устроила, но, к сожалению, не помогло. Дальше, правда, вы, наверное, знаете. Юна хранилище открыла, потому что биометрия совпала. Юки поделил сервера, и значит все. Ну то есть почти все. 8-ю Каору как-то смог спасти, хоть планирует все равно выдать даму лично в лапы Амана. Нюанс лишь в том, что Гасай что-то скрывает, потому что негоже, что в одном временном континууме существует одновременно два одинаковых человека. Одним словом, чертовщина. Потому нужно просто уточнить все лично у Деуса, который, кстати, между прочим, вообще-то честно, справедливости ради говоря, уже почти скис. Причем раньше положенного времени. И вы представляете, Каору оказывается не настоящий, и вся его сущность и воля продиктованы лично божеством. Но сюда же, вы не представляете, все прочитал, предугадал и создал, получил личный дневник, так что он не только наблюдатель, а еще и сам может влиять на будущее. А значит, Добби свободен, дефрагментация не случится. Поздравим! Можно даже доброй встречи старых знакомых ножевым бронежилетом, шокером, перчаткой и фатально душным диалогом с Хиной о том, что никакой машины времени не существует. И даже бог не в силах воскресить душу. Так сам Деус сказал, а врать он не станет. Но вы же понимаете, у Гасай на этот счет другие точки зрения. Планы вообще Юки обманули. Хина не жилец, но Неймы тоже все, до свидания. А точнее, прощайте. Что до горемычной, так у нее 2 телефона. Чего Каор, конечно, не знал, не учел. И если вы до сих пор не знали, не поняли, не выкупаете, Юна настоящая, но только она из другого пространственно-временного континуума, где уже сама победила и отправилась в другую параллельную ветку событий, чтобы оказаться рядом с любимым. Ладно. Если честно, Каору в конце концов даже все понял и смог доставить сообщение Юки. Причем Седой по пути даже успел облегчить плечи, потеряв лишний груз. Чего, конечно, поздравляем. Остальной кринж, любовь, помидоры, конечно, рассказывать не стану. Главное, Юки все-таки узнал всю правду. Побегал от топора, словив флешбэк и наконец посмотрел, что же там было в другой временной ветке. В первой игре ребятки дожили до конца вдвоем и решили завершить игру также совместно. Только Юна, понимаете, ГГ обманула, пилюли не съела, а став богом, тупо столкнулась с тем, что воскресить любимого, понимаете, нельзя. Тут-то горемычный и понял, что ту Гасай, которую когда-то встретил в школе, помножила другая настоящая, но не настоящая Гасай из другого мира. И хотел бы я сказать, что наконец здесь все закончится, но нет. Как обо всем произошедшем не узнал Деус, не знаю. Вы же не знали, а может этого хуже думали, что Амана упал с обрыва, но нет. Потому что там еще оказывается Урю в добром здравии. Спросите как? Да, я знаю, что не спросите. Итак, ведь все знаете. Что да дальше? Ребятки уже переместились в третий мир. Правда, чудным образом горемычные с помощницей попали в прошлое на час раньше других гостей. Опять же, как это работает и почему, я тупо не знаю. Простите. Из важного, Амана даже смог вызвать третий Гасай скорую. И да, спустя время, логику и все мыслимые законы физики телефон вдруг
работает. Да-да, но нет, приехать медики не успели, потому что правильно, Юна оказалась быстрее, и уже получается нужно паковать чемоданы, лететь куда подальше. А у Юны, если вы помните, тоже телефон, поэтому она может следить за происходящим. А тут еще и врачи прибыли, отец и нож в печень, а я вообще уже ничего не понимать не хочу, просто больно. Главное то, что Урю позвонила Курусу и посоветовала скорее заняться лечением сына. Благо, звонила она с автомата. Не благо, уже происходит вообще тотальная аннигиляционная резня. Куда смотрит Деус в этой временной ветке, не знаю. В итоге Юна заключила горемычного в клетке иллюзий, а Мурумуру поделила Урю на 0. Но посреди душного рассказа о первой Гасай, другой версии себя, о будущем, том, что будет, как будет, так далее, представляете? Амана сильной силой, превозмогания, превозмог, а еще будущее стремительно меняется тупо из-за резни в центре города. Все герои становятся добрыми, хорошими, а еще куда смотрит Деус, спросите вы? А я вам даже скажу. Из-за того, что реальность изменилась, мэр сразу получил предсказание своего скисания и даже сообщил об этом старому. Что будущий победитель вернется в прошлое и пытается все изменить, переиграть, проиграть, кринжануть. А там, представляете, еще и другая настоящая вторая, неподмененная Мурумуру. Откуда-то вырвалась и даже готова делить другую себя на 0. А там, представляете, и того хуже. Юки отказался от своей мечты, чтобы спасти Юна. А она возьми да проткнись напоследок. Осуждаю, не одобряю. Но герой с победой поздравляю! И вы поздравьте, напишите комментарий, оцените тайтл по шкале кринжа. Порадуйтесь хоть за третий мир, в котором все хорошо, где даже Минена осталась. Ну и все остальные процветают, не душат, а скорее наоборот, счастливо проводят время. Что до Юки, сидит, печалится и говорит, киснет. Правда, там в Вове произойдут какие-то подвижки, и он даже встретится с третьей Гасай, и даже начнется восстановление вселенной, вот той, которая вторая. А что после третьей было или нет, мы так и не узнаем. И это даже правда. Так что с вас постановление лайков, утверждение подписок, лоббирование репостов и все самое хорошее против всего плохого. А я пойду монтировать самый долгий анекдот про Геродота за всю историю человечества. Пока.